We spent a whole week on observation. Хорошо. Мы целую неделю потратили, учась наблюдать текст. Now today we will move into interpretation. И сегодня мы с вами рассмотрим уже толкование. The point that I was arguing last week. И то, что я пытался на прошлой неделе до вас всячески донести, Is what is the most certain part? Well, first of all, what's the four things we're doing in this во-первых, class? какие 4 этапа исследования текста мы с вами изучаем вот на этом курсе? So, observation. Yes, observation. Interpretation. Interpretation. Третье. Correlation. Correlation. And application. And application. Now, what's the most certain phase? Какая фаза из этих 4 самая надежная? Observation. Observation, because it's in the text. Поскольку наблюдение, оно всегда это то, что есть в тексте. Now, once we get to interpretation, И когда мы добираемся уже до истолкования, sometimes it's more complicated. тут становится порой все сложнее намного. Now, what our big picture И какая у нас с вами, так сказать, большая картина? Ага. is this bridge of language. Это вот этот мост, языковой мост. And this bridge describes an idea that's in the mind of the author. И вот этот мост, он описывает, да, есть некая идея, которая есть в разуме автора. And there's an attempt to get that same idea in the mind of the reader. И есть попытка ту же самую идею донести в разум читателя. Now, where is meaning? Но где мы находим значение? Meaning is in the mind of the author. И опять же, значение, оно в разуме автора находится. We don't make up the meaning. Мы не придумываем значение. We want to receive the meaning. Мы хотим принять это значение. So the challenge is this meaning needs to travel across the bridge into our minds. И сложность в том, что это послание, это значение должно пересечь этот мост и попасть к нам в разум. And so last week we spent quite a bit of time in the grammar. И на прошлой неделе мы достаточно много времени провели, исследуя грамматику. So what's very important here is what's the subject and what's the action of a sentence. И что здесь очень важно, это то, какое подлежащее и какое действие совершается, да, какое сказуемое. Who are the pronouns? Кто, на кого указывает местоимение. How is that main verb supported by clauses? И каким образом этот основной глагол, основное сказуемое поддерживается прочими фразами, например, причастными оборотами. What are the conjunctions doing? Какие союзы, что они делают в тексте? In a paragraph, what's the main idea of the paragraph? И какая ключевая идея целого абзаца? And how is that idea supported by sentences? И каким образом эта ключевая идея абзаца поддерживается, подкрепляется всеми предложениями. Now, in the literature structure, И в литературной структуре we talked about genre. мы говорим с вами о жанрах. What is the structure the author uses to communicate that idea? Какую структуру использует автор, чтобы донести эту идею? Is it history? Это исторический жанр? Or is it a dialectic, like logical? Или это какая-то логически построенная мысль, логическое доказательство Is чего-то? it poetry? Или это поэзия? Or and does he use figurative language to И communicate? используется ли образный язык для того, чтобы это донести? And a lot of times, part of your literature structure is to quote the Old Testament. И очень часто литературная структура включает в себя цитату из Ветхого Завета. So one has to understand the Old Testament to know what he's talking about. Поэтому очень важно понимать порой, о чем говорит Ветхозаветный урывок, чтобы понимать, о чем вообще говорится в нашем новозаветном отрывке цитате. So this is one of the big concepts from last week. И вот это одна из таких больших ключевых концепций с прошлой недели. So now we're going to turn to interpretation. И теперь мы с вами переходим к толкованию. Let's see. Oh yes, part of the literary structure is also those laws of literary composition. И также часть литературной структуры – это вот законы литературной композиции. Comparisons and contrasts. Сравнения, контрасты.
repetition, повторение. and all of those things we talked about last week. И обо всех этих вещах мы с вами говорили уже на прошлой неделе. So now from a big picture of interpretation. Итак, вот теперь мы уже переходим от такой глобальной большой картины наблюдения. There we Мы go. переходим к толкованию. All right. So now there are 5 main tools of interpretation. Итак, у нас есть 5 основных инструментов для истолкования. So we want to deal with the content first of Во-первых, all. вначале мы будем иметь дело с содержанием. And in terms of content, we're going to observe the main ideas. И говоря о содержании, мы будем искать ключевые идеи. And then context. И затем мы с вами будем исследовать контекст. This is the most fundamental principle Это один of из самых biblical interpretation. фундаментальных принципов библейского истолкования. By the way, that's number 2 on your Ну, handout. кстати, вот в вашем, так сказать, вот этом вспомогательном материале раздаточном это номер 2. Do words have meaning in and of themselves? Имеют ли слова значение сами по себе? Имеют ли слова значение сами по себе? No. The meaning is determined by context. Нет. Значение каждого слова определяется контекстом. Just think of an American asking you, what does this word mean? Вот просто подумайте, как если вас американец спросит, что значит это слово. Нет, ну мы в принципе поняли, что имеют ли вообще слова значение. Вообще-то все слова имеют значение. So they said words could have a range of meanings. Correct. Да. Words have a range of meanings. Но слова имеют диапазон значений. Да. То есть это есть. Но конкретное слово значение без контекста не имеет. So if I ask you what this Russian word means, you may go, where did you see that? И если я спрошу вас, что вот это означает слово на русском, например, там, цветы, там, квиты. Да. И вы спросите, а где ты это видел? Is it on a box of cereal, or is it in the subway ad, or something like То that? есть ты это там, или, например, там, не знаю, то есть ты это слово увидел на пачке там хлопьев овсяных, Геркулес, да, например, Геркулес. Или ты это где-то увидел на рекламе, или где ты это увидел. And that helps you define the word. И это помогает вам дать определение слову. So context is very important. Поэтому контекст весьма важен. The concordance is very important. Симфония также весьма важна. Where are these words found? Где мы находим эти слова? Culture is very important. Культура весьма важна. And we'll talk about culture a little bit. И мы поговорим с вами немножко о культуре. And this is very important in the Bible because the Old Testament was written in a culture over 3,000 years ago. И это весьма важно в Библии, поскольку Ветхий Завет был написан в культуре, существовавшей порядка 3000 лет назад. So we have to understand something about what happened 3,000 years ago to understand the writing. Поэтому для того, чтобы понять написанное, нам надо хоть что-то понимать о культуре, существовавшей 3000 лет назад. The New Testament was written 2,000 years ago. Новый Завет был написан примерно 2000 лет назад. So there's a time element. То есть тоже есть временной фактор значимый. The Old Testament was written in Hebrew, Ветхий Завет был написан на иврите, and the New Testament was written in Greek. и Новый Завет был написан на греческом. So there's 2 different cultures involved. Поэтому две разные культуры, они внесли свой вклад в эти книги. So we'll talk about this a little bit. И мы поговорим с вами немножко об этом тоже. And then we wanted to make comparisons. И потом нам нужно сделать сравнение. One passage with another passage. Нам нужно сравнить один отрывок с другим. A very clear passage with a passage that's very difficult to understand. Сравнить очень ясный отрывок с трудным для понимания. And this will help with our interpretation. И это поможет нам в толковании. So let's take an example. What do you see? What do you observe? И давайте вот сделаем просто как бы пример. Да? Вот что вы видите, что вы наблюдаете? SOS signal. SOS signal. Okay. Хорошо. Everybody's jumping the gun. Так, everybody jump. Yeah. Высказывайте версии. That's too fast. What do you actually see? Что вы видите? Это могут быть, вот то, что кружочки, это могут быть и шары, но это может быть и конус в разрезе. So these circles, that could be the
that could be rounds, but balls, or it could be cut cone. Cone, which is cut. It could be. But what we see is Что мы видим? 3 dots, Что мы видим? 3 точки, 3 dashes, and 3 dots. 3 тире, 3 точки. And they seem to be lined up. И похоже, они одно за другим идут. So that's what we observe. Вот что мы наблюдаем. Now, how do we interpret this? Но как нам это What истолковать? does this mean? Что это значит? So the first thing we might ask is this a language? Во-первых, можем задать вопрос, это язык какой-то? And some of us may know this language. И Шпионская шифровка. кто-то из нас, может быть, заметил здесь язык. Maybe it's some spy way to decode things. It could be. Может быть. It could. Now, if you know Morse code, Но если вы знаете азбуку Морзе, then you know this is SOS. то вы знаете, да, что это SOS, сигнал SOS. So this would be 3 dots is the symbol for S, and 3 dashes is the symbol for O. And 3 точки это для S, O это 3 тире. But that's only if you know the language. Но это только если вы знаете язык, если вы знаете азбуку Морзе. So this has meaning as a code. Поэтому эти точки и тире имеют какое-то значение, как код какой-то. Only if you know how to interpret it. Только если вы знаете, как это истолковать. But the real meaning now starts coming into play with interpretation. Но реальное значение вы начинаете видеть только когда истолковываете. For many people, this is what the Bible looks like. Для многих людей Библия выглядит именно так. It's just a code with no meaning. Просто какой-то код, какие-то точки, тире без всякого значения. So if they don't know how to interpret, they make up their own meaning. И когда они не знают, как ее истолковывать, они придумывают, приносят какое-то собственное значение. So if somebody sends this message electronically, И если кто-то посылает такое сообщение электронным, ну, по радиосвязи, where's the meaning reside? The one that sends the message or the one that hears the message? кто определяет значение, посылающий или принимающий сообщение? Кто определяет? That's right. The person in trouble has the meaning. I'm in trouble. Значение закладывает человек, у которого беда, да, у которого сос. Он задает значение. Now what he's trying to do is communicate that meaning to somebody that will help him. И что он пытается сделать, это донести вот это значение кому-то, кто может ему помочь в радиосвязи. Now if that person misinterprets the meaning, Но если этот человек неправильно истолковывает значение, there's a problem. то тогда проблема. He's not going to help him. Он ему не поможет. Now what goes along with the meaning? Но что идет рука об руку со значением? When he says SOS, what does he mean more than I'm in trouble? Если человек посылает сигнал SOS, что он имеет в виду, помимо того, что у меня беда? Нужна помощь. We need help. We need help. Нам нужна помощь. So there's more to this meaning than just I'm in trouble. And so Morse code is a way to send out a distress signal. Поэтому азбука Морзе – это способ послать сигнал тревоги. And so there is a way to send this message. Поэтому есть определенный способ, да, как послать сигнал тревоги. Это там 3 точки, 3 точки. And this is what we're going to start observing with interpretation. И вот что мы с вами начнем сейчас исследовать, именно исследовать толкование. Well, let's begin with our method of interpretation. Ну, давайте начнем с нашего метода истолкования. So we're going to talk about a historical, grammatical, contextual method of И мы interpretation. поговорим с вами о нашем методе истолкования. Историко-грамматический контекстуальном методе толкования. By the way, this would be number 4. Кстати, это номер 4. Historical, grammatical, Историко-грамматический контекстуальный метод толкования. method of interpretation. Историко-грамматический контекстуальный метод толкования. Now, often this is called a literal method of И interpretation. порой его называют буквальным методом толкования. Now, basically what this means is we want to get to the plain meaning of the biblical text. И что это означает? Что мы хотим получить
непосредственное прямое значение библейского текста, что имелось в виду изначально. Вот это знакомое буквально, когда вот это «ты». So the literal interpretation sounds more familiar for a lot of them. Correct. And a lot of us just say literal, but there's problems with this word literal. Но и часто люди просто говорят, ну, я истолковываю буквально, но есть проблемы с этим буквальным, вот этим с термином, да, буквальное истолкование. So what we talk about when we say a literal interpretation, И о чем мы говорим, когда говорим о буквальном истолковании? we want to talk about the natural or the usual construction of meaning. Мы говорим о том, что как он естественном, природном, то есть закономерном значении текста. То есть то значение текста, которое видно напрямую, без ухищрений. And it includes the implications of writing a particular expression. И это включает в себя, что мы понимаем, что определенные фразы и обороты, мы истолковываем не буквально, но автор вкладывал какое-то значение. For example, when we had our SOS picture up here, Например, когда у нас был вот этот образ СОС здесь, да, сигнал СОС. there's an implication to that meaning. Есть это значение, оно подразумевает кое-что. And the implication is send help. И подразумевается под этим сообщением, что помогите. So that's included in the literal interpretation. И мы включаем вот этот, что вот буквальное значение этого СОС, это придите на помощь, хотя оно и просто три буквы. So perhaps normal is a better word than literal. Поэтому лучше иногда говорить нормальное толкование, а не буквальное. So we just want to get to the ordinary meaning that the context requires us to understand. Поэтому такой метод истолкования подразумевает, что нормальное, основанное на здравом смысле толкование, которое читатель может понять из текста. So, in the Protestant Reformation, И во время протестантской реформации Martin Luther and John Calvin came up with a type of interpretation. и Мартин Лютер, и Жан Кальвин, они имели свои методы толкования Библии. And they call it the literal, historical, grammatical method of interpretation. Но в целом, их метод можно было описать термином историко-грамматический контекстуальный метод толкования. And what they were talking about in this type of interpretation И о чем они говорили, говоря о таком виде толкования? is that this contrasts with what is a metaphorical or allegorical Они interpretation. противопоставляли такой метод толкования, историко-грамматический контекстуальный, аллегорическому методу толкования или метафорическому. For example, by literal interpretation, do we mean that we really believe God has nostrils or a right hand? Да, то есть, если буквально, да, вот буквально толкование, подразумеваем ли мы буквально, что у Бога есть там воскрылие или десница, правая рука? Or do we really believe that the Pharisees blow a trumpet every time they fast and every time they give Или money? буквально мы понимаем, что фарисеи трубили в трубу всякий раз, когда они постились или молились? Now, liberal theologians accuse us of being that type of literal. То есть и либеральные богословы обвиняют нас в том, что вы буквально толкуете. Ну вот так вот вы и толкуете. And we would call that wooden-headed literalism. Wooden. Да. Wooden-headed. То есть и мы такой буквализм называем дубоголовым, да, то есть тупой буквализм буквально. The thing is, a literal interpretation does not ignore figures of speech. И вопрос в том, что буквальное истолкование не исключает образные выражения. Оно обрабатывает образные выражения. Figures of speech are included in a literal interpretation. Образные выражения, они включаются в буквальное истолкование. Мы их воспринимаем адекватно. So, a literal interpretation must not be understood as a procedure where we impose a non-figurative meaning on everything. И буквальное истолкование не значит, что мы такое не буквальное, как написанное значение вкладываем во все написанное.
It doesn't even mean that we prefer a non-literal meaning. It doesn't mean. It doesn't mean we prefer that. И даже это не значит, что мы предпочитаем небуквальное значение. I'm not sure I got it. For example, in Hebrew, when we translated God is angry, Да, например, в иврите, да, когда мы переводим, что Бог гневается. the Hebrew phrase is that God flares his nostrils, or his nose flares. Ага, то есть буквальная фраза в еврейском это то, что у Бога нос краснеет. But that's a phrase that we know means God is angry. Но мы знаем, что эта фраза означает, что Бог гневается. And it has nothing to do with God having a nose. И совершенно не значит, что у Бога есть нос. So a literal interpretation prefers to translate that God is angry. И буквальное толкование, оно склоняется к тому, что мы переводим это так, что Бог гневается. Or the one who pees to the wall. Well, that refers to men. Yes. Yeah. Of course. Well, we don't want to do that one yet. We'll save those for after lunch. Окей. Да. Мы еще одно, как бы, с перчиком, пример приготовим, но после обеда. So, basically what we're saying is our starting point may be with a wooden-headed literalism. That may be where we start. Ну, и поэтому, конечно, может быть, наша начальная точка это вот такой тупой буквализм, да, дубоголовый буквализм. But we always want to go to the context and understand every phrase in its context. Но нам всегда в любом случае нужно обращаться к контексту и каждую фразу понимать в контексте. So in the cultural context of Hebrew writing, И культурный контекст для еврейских писаний some phrases are figures of speech. Подсказывает нам, что некоторые фразы это образные фразы. So that's what we want to understand. И это нам нужно понимать. Like the horse in a Song of Solomon. Well, Song of Solomon is mostly literal. There are some figures of white speech. Horse. Huh? A white horse. Or it's said there that, okay. Correct, yes. Like Jesus comes back on a white horse? No, like when the lover speaks to Oh, yes, she's like the Tower of Solomon. Yes, her neck is... Yes, so all of those are figures of speech. То есть, когда кобылицы там или башни там уподобляет в песне песней автор возлюбленную, то мы понимаем, что это образное выражение. Yes, my favorite is your teeth are like a flock of lambs with no ewes missing, no baby sheep missing. Your teeth. Ну и как или зубы твои, как стадо овец, и ни одной нету потерянной там, ну ни одна не утеряна. So we want to recognize that her teeth are not furry like sheep. It means that they are very white. Да, то есть это означает, что как бы ее зубы не потемневшие, да, как овцы иногда темнеют, они очень белые. So again, we want to understand figures of speech the way they're meant to be understood. И поэтому нам нужно образное выражение понимать именно так, как понимать согласно значению, которое заглатывал автор. Now the reason liberal theologians make these accusations against literal interpreters. И причина, по которой либеральные богословы так активно выступают против буквального истолкования, is because we had two different philosophies of interpretation. Это потому, что у нас две разные философии истолкования. We see the Bible as real history. Мы видим Библию как реальную историю. And liberal theology is ashamed of the Bible because of miracles. И либеральные богословы, они стыдятся Библии, поскольку в Библии есть чудеса. They do not like to see anything that is outside the natural world. Либеральные богословы не хотят видеть ничего помимо естественного, материального, природного мира. Obviously, if we believe in God, we believe in something beyond the natural world. И очевидно, если мы верим в Бога, то мы верим во что-то помимо натурального, естественного, природного мира. So we can go back to our original assumptions on fearing God as the beginning of knowledge. Мы можем прийти к нашей изначальной предпосылке о том, что страх Господень – это начало всякой мудрости. If God created all things out of nothing, Если Бог сотворил все из ничего, can God change something miraculously
that he already made? Ли Бог что-то из того, что Он уже сотворил, чудесным образом поменять в Well, процессе? of course, that Конечно. makes perfect sense to us. Это совершенно для нас логично и разумно. But the liberal theologian does not accept that premise. Но либеральный богослов не примет такую предпосылку, такое допущение. So he can't accept the consequences of that premise. И поэтому он не может принять и последствия такого допущения, то есть чудеса. If God knows all things, Если Бог все знает, and God knows the beginning from the end, и Бог знает и начало, и все с начала и до конца, can God tell a man to write prophecy? а может ли Бог повелеть человеку записать пророчество? Of course. Конечно. There's no problem with that. Тут никаких проблем нет. The liberal theologians do not think that there is the ability to do that. Либеральные богословы не верят, что Бог может это сделать. So therefore they interpret Daniel as 200 or 300 years later than Daniel actually lived. И поэтому они истолковывают книгу Даниила как летопись, а не как пророчество, и пытаются доказать, что книга Даниила записана уже 2-3 столетия спустя после событий, So when we go to при the времени жизни Даниила. when we go to the book of Daniel and it says Daniel wrote in the year of Darius the Great. И когда мы открываем саму книгу Даниила, и там прямым текстом написано, что Даниил эти слова записал в дни Дария Великого. The literal interpretation says that was the year 500 something BC. И буквальное толкование говорит, что, ну, значит, вот книга написана где-то там в 500, там, каком-то 600, 560, 500 каком-то году, до нашей эры. The liberal interpreter says, well, actually, it was 150, and it was not really Daniel. It was a different person named Daniel. Да, и либеральный богослов говорит, нет, это было где-то 150 год, и это был не тот реальный человек Даниил, а кто-то другой, ну, написавший. So, да, другой Даниил там. Now, another aspect of liberal interpretation И еще один аспект либерального истолкования, is a non-literal and a non-historical interpretation. что либералы истолковывают не буквально и не исторически. And we call that, in general terms, an allegorical interpretation. И мы используем общий термин для такого подхода, это аллегорическое истолкование. And that would be number 5 on your И это worksheet there. номер 5. Now, an allegorical interpretation looks for a spiritual meaning. И аллегорическое истолкование ищет в тексте какое-то духовное значение. Since the plain meaning of the text is ignored or rejected, Поскольку буквальное, прямое, нормальное толкование текста, оно либо игнорируется или отвергается, there has to be a better meaning. то они говорят, ну, надо какое-то получше значение найти. And that's generally called a spiritual meaning. Оно должно быть, и они обычно называют это духовное значение текста. But this rejects, this rejects the literal interpretation. Но таким образом отвергается буквальное Now, толкование. what are the assumptions of a literal interpretation? Какие есть предпосылки, скажем, фундаментальные основания буквального истолкования? Is that there is one meaning in the text. Мы предполагаем, что в тексте есть одно значение. And now there may be layers to that meaning. И, конечно, есть, может быть, слои этого значения. For Но example, значение может быть многослойным. if I talk about a tree, Например, когда я говорю о дереве, well, that would imply that there are roots to the tree and leaves to the tree. конечно, это предполагает, что у дерева есть корни, у дерева есть листья, And there may be bark on the outside of the tree. есть кора вокруг ствола дерева. But it doesn't mean that there are layers of meaning. Но это не значит, что есть там слои значения. I'm not sure I got it. For example, in an allegorical interpretation, Например, аллегорическое истолкование. they may say this tree is the life of a person. Они скажут, что вот дерево – это жизнь человека. Now, if we're in Psalm 1, and that's what and it's using a figurative, and it's using poetry to describe a person as a tree, И that's okay. если помните, да, вот в Псалме 1 дерево используется для описания человека и его жизни. Это нормально. But if you go to the book of Daniel and the tree is chopped down, that meaning doesn't transfer from Psalm chapter 1. Но если вы видите, там переходите в книгу Даниила, и там в 4 главе там
сравнивается с деревом подсеченным, да, то это не значит, что значение с Псалма 1 переходит туда, в Даниила 4 главу. So let's look at Matthew 19. Давайте посмотрим Матфея 19 главу. And this is the context of the rich young ruler. И вот это контекст для истории с молодым богатым правителем. Let's read verses 23 through 26. Давайте прочитаем стихи с 23 по 26. Тогда Иисус сказал своим ученикам: говорю вам истину, трудно будет богатому войти в небесное царство. Также говорю вам, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Божье царство. Когда ученики это услышали, они сильно удивились. Кто же тогда вообще может быть спасен? Иисус посмотрел на них и сказал: человеку это невозможно, но Богу все возможно. So now what we have here is Jesus is responding to his disciples. И теперь мы видим здесь, что Иисус отвечает своим ученикам. And he's noticed that this man has a problem because he's rich. И он обратил внимание, что у этого человека проблемы духовные из-за его богатства. And he gives this analogy of the camel going through the eye of the needle. И Иисус приводит вот этот образ, да, верблюд и игольное ушко. Now he makes that comparison to a rich man entering the kingdom of God. И он сравнивает верблюда и игольное ушко с богатым человеком и его входом в Царство Небесное. Now our question is, how do we interpret this this figure of speech? И вопрос для нас, как нам истолковать это образное выражение? So we know what a camel is as an animal. Мы знаем, что такое верблюд, ну, животное. So what type of eye of a needle is this? И какого рода игольное ушко здесь подразумевается? Is this a sewing needle? То есть это швейная игла и Well, ушко ее. now some people have come up with the interpretation that this is a small door in the wall of a city. Small gates. Yes. Да, но некоторые люди предположили, что это небольшие ворота в городской стене, такая небольшая дверь. Now, can a camel go through the small gate? Может ли верблюд пройти через маленькие ворота? На коленях. Він не On his може, knees. він не може ноги згинати. Yes, but it's difficult. Да, но это трудно на коленях. Він не може Because camel can't kneel, basically. It's difficult. So yes, it's difficult, but yes Да. is the answer. Но ответ да, хотя это трудно. То есть Now, верблюду can a трудно camel go пройти. through a sewing needle? Может ли пройти верблюд через реальное игольное ушко? So we have two possible interpretations То есть with opposite answers. может быть два истолкования с противоположными ответами. So looking at the context, which one is the better choice for that interpretation? И глядя на контекст, какой из вариантов лучше подходит к контексту? Трудно войти или невозможно? Я за невозможно. So, Трудно. Юра votes for impossible, Олег votes for difficult. Okay, so read the question in verse 25. Прочитайте вопрос в 25 стихе. So how did the disciples respond to this statement? Как ученики реагируют на это утверждение? If a rich man cannot be saved, Если богатый человек не может спастись, what's their question? то какой вопрос они задают? Now we have to get into the culture of the day. Who then can be saved? Да, кто же тогда может спастись? И мы сейчас переходим к культуре того времени. In this culture, В той культуре who were the great people? Кто The были rich or the poor? великие, значимые люди, богатые или бедные? Rich people were the great people, poor Богатые. people were not so much. Бедные люди не имели никакого веса. Now we have 2,000 years of Christianity, and we sometimes would say the poor are better than the rich. И, конечно, уже у нас после 2000 лет христианства вполне закономерно сказать, что бедные люди, они все-таки лучше, да, духовнее богаты. So 2,000 years later, we think differently. То есть через 2000 лет мы уже думаем иначе. But the Hebrews think rich people, well, they're the ones going to heaven. Poor people, well, that's why they're poor. Но евреи тогда думали, что богатые, они там
будут с Богом, да, богатые, да, а бедные люди, они... So да. from the disciples' question, if this guy can't enter the kingdom of heaven, И it's impossible for the rest of с us. точки зрения учеников, если этот товарищ не может попасть в Царство Небесное, то что с нами уже будет? Now, how does Jesus explain the image in verse 26? И каким образом сам Иисус разъясняет этот образ в 26 стихе? Человеком это невозможно. With man this is impossible, but It's with God all impossible. things are possible. Very good. So his figure of speech means impossible. То есть это образное выражение означает невозможно. So we want to interpret it the same way Jesus interprets it. И поэтому нам нужно истолковывать этот образ так же, как Иисус истолковывал. Now, So like literal knee, like eye of the so knee. this is an eye of a sewing needle. Yes. То есть это буквально верблюд и буквально игольное ушко. Now, just to talk about the gate in the city wall, nobody's ever found one of those. Но говоря о воротах в городской стене, никто их так и не нашел нигде. There was a guy that wrote about that, but nobody's ever verified it. Был человек, который выдвинул такую гипотезу и написал о ней, но никто ее не подтвердил. So a lot of times our interpretation is actually in the context. И очень часто наше истолкование, оно в самом контексте есть. Now the key problem of all of this is what does the phrase "enter the kingdom of God" mean? И ключевая проблема здесь, это, конечно же, что означает войти в Царство Небесное, Now, в Царство Божие. if you investigate this rich young ruler, he sounds like he's a believer. И если вы исследуете поподробнее вот этого молодого богатого правителя, кажется, что он верующий. He's done all of these things. He's following Jesus. He's doing all of these. He's come to Jesus for answers. То есть он пришел к Иисусу за вопросами, он, может быть, даже следовал за ним какое-то время. И, ну, то есть он такой духовно озабоченный. But the context is following Jesus. Но контекст в том, как бы, контекст вопроса в том, ну, следование за Иисусом. Что значит следовать за Иисусом? That's the hard part. Вот это трудная вещь. So anyway, so this is probably more about inheritance in the Поэтому, kingdom. скорее всего, речь здесь идет скорее о наследии в царстве. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? So if you're not willing to give up whatever is important in your life, well, then it's impossible. То есть, если вы не готовы отказаться от чего-то, что есть в этой жизни, то трудно иметь наследие в будущем. But of course, with God, all things are possible. Ну, конечно, с Богом все возможно. I think it's sometimes it's not a clear translation because some translations say like, what should I do to inherit the eternal life? Oh, the inheritance actually in there. It's in Mark, but I think in Matthew, Correct. It's to have It's to eternal, enter. to get eternal life. It's to enter. Yeah, Yes. to enter, and that could cause some, because a lot of It people is say this confusing. is a passage about salvation. Yes. Mhm. Тому- So the key point in here is how do we interpret a figure of speech? И ключевой вопрос, да, в том, что мы говорили, это как нам истолковывать образное выражение. So we want to look at the context. И нам нужно смотреть на контекст. The context helps us with our interpretation. Контекст помогает нам в истолковании. Let's see. So as a literal interpreter, И как человек, будучи человеком, толкующим буквально, we have to recognize the right of the author to speak the way he wants to speak. будучи людьми, толкующими буквально, нам нужно признавать право автора говорить так, как ему свойственно. We can't tell him that he should be speaking in 20th century language or Нам 21st century. нельзя требовать от автора, чтобы он говорил на языке айфонов и биткоинов, то есть, ну, на языке 21-го столетия. And we have to allow him to say what he's really saying. И нам нужно позволить автору сказать то, что он на самом деле говорит. And we have to allow him to emphasize what he wants to emphasize. И нам нужно позволить автору делать акценты там, где он их делает. And of course, this can be a little bit tricky. И, конечно, тут может быть немножко сложно и запутанно. So we have to dig into the way he presents his material. Поэтому нам нужно глубоко вкапываться в способ подачи материала автора. So we want to ask this question: how do we determine this? И вы задаетесь вопросом, да, то есть как же нам это определить все? Now here's a very, very critical, important point.
of You- interpretation. Сейчас очень важный аспект толкования. Критически важный. A passage has one meaning, but maybe many applications. У отрывка есть только одно значение, но при этом много применений. And so, taking the rich young ruler, Возьмем богатого юношу. if his problem, his hang up is his wealth. Его проблема это богатство, то, что его удерживает. The context demands the meaning as addressing the man's wealth. И контекст требует истолкования как-то связанного с богатством этого человека. Now, the issue here is following Jesus. И проблема здесь именно в следовании за Иисусом. Now, can we apply this to other areas of life? Можем ли это применить к каким-то другим сферам жизни? For example, it may be your job or your power that you have. Конечно же, that would hinder you They would following hinder Jesus. our following Jesus. То есть, конечно же, наша работа или наша там, жажда власти или славы могут там также помешать следовать за Иисусом. It could be our family. Наша привязанность к своей семье даже может помешать нам следовать за Иисусом. And some of these things are addressed in other passages. И о многих этих вещах говорится подробно в других отрывках. It has one meaning and many applications. And for example, on Sunday, Jim, Текст имеет одно значение и много применений, and even in prophecy. даже в пророчествах. For example, he was talking about you, Ahaz, can ask a question. В позапрошлое воскресенье Джим в Церкви Слова Божьего проповедовал о том, что Исаии 7 глава, и это сказано буквально Ахазу, и пророк сказал Ахазу, Бог через пророка, что ты, Ахаз, может задавать любой вопрос и просить любое знамение. And he didn't want И to talk Ахаз about it. не захотел об этом говорить. So in the next sentence, he said, "House of David." И в следующем стихе говорится, что про дом Давида. Now, house of David refers to Jesus. Но дом Давида связан с Иисусом. Now, obviously, it applies to Ahaz. И каким-то образом, конечно же, это связано с Ахазом. Слушай же дом Давидов. Да? Because Ahaz is in that line. Частично это связано с Ахазом. Ахаз принадлежит к этой династии. Yes, he is. Yes, it Да. applies. But Да. once Ahaz has a son, well, then I guess Ahaz, once he has a son, the house of David continues. Но после того, как у Ахаза появится потомок, род Давида продолжится. So, То есть род Давида не замыкается на одном Ахазе. but you see in the text, there's a change in subject. То есть вы видите, в тексте меняется подлежащее, да, то есть уже не к Ахазу, но слушайте же дом Давида. From you singular to house of David. От тебя, Ахаз, да, то есть продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, проси себе знамение. То есть от Ахаза подлежащее меняется к дому Давида. And I think there's another change in pronoun, and of course that's a very difficult passage. И я думаю, там же есть и смена сказуемого, но, конечно, этот отрывок очень трудный. Исайя 7 глава. But I think there's a change of pronoun from the virgin that has a child to the child that grows up within 2 years. Но также, насколько я понимаю, там есть смена местоимения, да, от девы, которая зачнет и примет сына, там и потом идет другое местоимение, которое уже указывает на реального ребенка, который родится через 2 месяца, через 2 года. The point is, even in prophecy, there's one meaning. Идея в том, что даже в пророчествах есть одно значение. And sometimes that's a challenge. И It's very порой difficult. это трудно вот с этим разобраться. Это непростая. Я так понял, как Джим говорил, что это касается его сына Исаии, которого он взял с собой. So as far as we understood that the second part refers to the real son of Isaiah. Да. And there's another switch, and I don't know the details of that passage. И опять же, там есть как бы еще там небольшой переход в тексте, и я не знаю этот отрывок настолько детально, чтобы он предметно говорить. Now, just because there's one meaning, Но лишь по той причине, что значение одно, there may be some implications of that meaning. это не значит, что не может быть несколько выводов из этого значения. For example, the meaning is follow Jesus. Например, в отрывке о
богатом юноше, да, значение связано со следованием за Иисусом. Now the implications can have a lot of relationships to details in your life. Но выводы из этого текста, они, like, when you say about implication, it's like the same as application. For example, with the rich young ruler, does Да, he have to то есть give выводы up all of his money? Могут быть связаны со многими другими деталями в тексте. Например, молодой богатый юноша, да, то есть ему надо было отказаться от всех своих денег, всего имения. Все, что имеешь. All your possessions. Is that what that may be what he says here? Yes, exactly. I think he was testing him on that, but yes. Да, но, может быть, это было такое испытание, но, тем не менее, да, от него Иисус потребовал именно такой задачи. But certainly, he has to change his mind about his possessions. Но очевидно, что дело было не только в том, чтобы отказаться, но по-другому посмотреть на свое имение, на свое имущество, по-другому его воспринимать. And by the way, we can help our interpretation of enter the kingdom of heaven. И, ну, кстати, мы еще можем посмотреть на истолкование наше вхождение в Царство Небесное. If you look down at verse 27 and 28 and 29, Если вы смотрите стихи 27, 28 и 29, you see Peter asked this same question. мы видим, что Петр задает тот же самый вопрос. We've left everything. Иисус, мы оставили все и последовали за тобой. And what is Jesus? How does Jesus И respond? как отвечает Иисус? Does he tell Peter he's going to be saved? Говорит ли Иисус Петру, что Иисус, ты молодец, ты спасешься, поскольку ты оставился? He tells Peter he's going to have responsibility. Нет, он говорит Петру, Петр, у тебя будет новая ответственность, будешь судить 12 колен Израиля. Right. And notice when you have a comparison of first and last, regeneration is not comparative. It's yes or no. Да, но опять же, когда есть сравнение первых и последних, да, то надо понимать, что рождение свыше, ну, это не вопрос, момент сравнения, да, то есть вы не рождаетесь как бы большим или больше или меньше, вы или рождаетесь или нет. And inheritance is comparative. Но когда есть наследие или награда, то тут уже можно сравнивать. Some have 30-fold, some have 50-fold, У some have кого-то 100-fold. 30, у кого-то 60, у кого-то во 100 крат. Тут есть сравнение. Рождение свыше, ну, тут и так далее. So as we're talking about the principle of one meaning, И поэтому, когда мы говорим с вами о принципе одного значения, if we say there is more than one meaning, если мы говорим, что есть больше, чем одно значение, we're suggesting a thorough confusion, that the author is confused. то мы предполагаем, что как бы, сам автор не знает, о чем он пишет, что у самого автора как бы, он не понимает вообще, что происходит, он пишет сразу несколько идей закладывает. And then we start getting into trouble. И тогда у нас у самих уже проблемы. Once we say there's more than one meaning, then we're looking for other meanings. И когда мы говорим, что у текста более одного значения, тогда мы уже начинаем искать другие значения. And once we start finding hidden meanings, И как только мы начинаем искать эти скрытые тайные значения, now we're getting allegorical in our мы interpretation. уже стали аллегорическими толкователями. And this is what we want to stay away from. И от этого мы с вами будем стараться держаться подальше. Remember, this author has a particular purpose for writing his book. Помните, у каждого автора есть конкретная цель в написании той или иной книги. And so he has written everything to communicate that meaning. И автор все в этой книге или тексте пишет именно для того, чтобы донести это значение, добиться этой цели. And so therefore, that's what we want to discover. И именно эту цель и это значение нам нужно определиться.